Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу торт «Пьяная вишня в шоколаде». Сезон вишни. Вишню в Греции найти невозможно, очень-очень ее трудно найти. Но у нас есть дача, и на даче у нас поспела вишня. И поэтому я решила сегодня, меня очень многие просили испечь этот торт, и я решила сегодня испечь его. Торт у меня получается очень легким способом, этот торт я делаю, и очень вкусный. Попробуйте его испечь, получится у всех. Мои дорогие, рецепт абсолютно несложный. Ну что, начнем печь? Сегодня для торта нам понадобится вишня. Здесь у меня 400 грамм свежей вишни. Можете точно так же взять и замороженную вишню. Нужно будет, конечно, вишню очистить от косточек. Любой шпилькой или невидимкой большой, которую нужно будет чуть-чуть приоткрыть, вот таким образом вынимаем косточки. Это очень легко делается, без всяких специальных приспособлений. И вишенка абсолютно не повреждается. И можно, конечно, сделать то же самое рукой. Если вишня спелая, это всегда получается очень легко. Надавливаем чуть-чуть снизу, и косточка сразу выходит. И так же, как я вам уже сказала, можно будет взять замороженную вишню. Всю вишню я уже почистила от косточек. Добавляю 1 столовую ложку сахара. Сахара можете добавить больше, это уже по вкусу. И здесь у меня 80 мл водки. Водку можете заменить коньяком, можете заменить на любой другой напиток. Можно прекрасно сделать также и трезвую вишню, а не пьяную. Если вы захотите делать этот торт без спиртного, то просто-напросто засыпайте сахаром вишню и оставляйте. Вишню, конечно, в идеале оставить на всю ночь в холодильнике. Но и 1 час тоже достаточно, если она полежит. Пока вишня у нас отдыхает в холодильнике, займемся тестом. Для теста нам нужно будет взять 6 яиц. Я сегодня вам покажу бисквит, который получится всегда и у всех. Щепоточка соли, 200 грамм сахара. Все добавляю сразу в чистую сухую посуду. 100 мл воды из крана. И все это нам нужно будет взбить. Взбиваю я обыкновенным ручным миксером 600 Вт ровно 10 минут на максимальной скорости. Вот такая масса у нас должна получиться в результате. Здесь у меня 200 грамм муки уже просеянной. Я добавляю сюда, просеиваю 30 грамм какао. Если вы захотите делать этот же самый бисквит, но для другого торта, то просто-напросто уберите какао. 1 столовая ложка разрыхлителя, ванилин или ванильный сахар. Сегодня у меня ванильный сахар. Если будете убирать какао и делать белый бисквит, то количество какао замените на муку. Это уже для другого торта, конечно. Перемешиваем все это хорошенько. И теперь нужно будет по 2 столовые ложки постепенно добавлять сухую смесь к яйцам. Именно по 2 столовые ложки. Духовку нужно будет включить, разогреваться на 160 градусов. Ни больше, ни меньше, 160. Только в том случае, если у вас очень мощная духовка, то тогда включайте на 155, на 150. На 160 я выпекаю этот бисквит. И бисквит выпекается долго, приблизительно 45-50 минут. Вот такая смесь у нас должна получиться в результате, такое тесто у нас должно получиться в результате. Опадает, конечно, яичная масса вся эта, но не совсем. Видите, она все равно у нас остается объем. Это все за счет того, что мы вводили муку по чуть-чуть. Это тесто универсальное тем, что вот сейчас мы из 6 яиц сделаем бисквит шоколадный на форму 26 см в диаметре. Форма у меня 26 см в диаметре, и на дно я застелила пергаментную бумагу. Переношу все тесто в форму. Духовка, как я вам уже сказала, уже разогретая. И вот так 2-3 раза нужно будет прокрутить просто на столе. Отправляем выпекаться корж. Пока корж выпекается, нужно будет вишню, конечно, процедить. Прошло уже где-то час у меня. И, конечно, как я вам уже сказала, в идеале на всю ночь это все оставить, с вечера сделать. Процеживаем вишню. Водка с этим вишневым соком у нас остается внизу. Конечно, можете это и выпить, но пока нам не нужно это пить, это нам пригодится. Водичка, сироп, вернее, этот наш водочный.
Бисквит у меня выпекся уже. Я его никогда не проверяю на шпажечку. Открываете духовку, когда проходит ровно 35 минут. И надавливаете пальцем сверху. Если у вас остается такая вмятина, то значит бисквит еще не готов. Если пружинит, то бисквит уже готов. Но за 35 минут он у вас не испечется, поэтому 100% вам нужно будет 40-45 минут выпекать бисквит. Я его оставляю на столе остыть буквально 5-10 минут и вынимаю из формы. И сейчас я вам покажу, какой он получается у нас высокий. Переношу на решетку, переворачиваю. Этот бисквит не влажный, поэтому если вы будете делать какой бы либо другой торт, то нужна пропитка обязательно. Опять-таки переворачиваю. Нужно будет его остудить, конечно, очень хорошо на решетке. И посмотрите, какой он высокий у нас получается. 8-10 сантиметров в высоту получается этот бисквит. И по идее из 6 яиц это очень большой бисквит. За счет того, что мы добавили воду. Конечно, в идеале бисквит завернуть в пленочку и оставить на всю ночь, чтобы он созрел. Заворачиваем в пленочку и оставляем в холодильнике на всю ночь. А утром уже собираем торт. Теперь нам нужно будет разрезать бисквит. Можно будет, конечно, это сделать специальной проволочкой, а можно сделать обыкновенным ножом. Это у меня кухонный хлебный нож обыкновенный. И срезаем верхнюю шапочку приблизительно 1 сантиметр. Нам нужно будет срезать. Вот такой он получается у нас внутри, пористый. Оставляем от боков приблизительно 1 сантиметр и вырезаем вот такой круг. Но донышко мы не трогаем, чтобы у нас бисквит не повредился снизу. Аккуратненько все это делаем. Нам нужно будет просто-напросто вынуть мякиш весь. Разрезаем на кусочки, так намного легче вынимать, но просто следим, чтобы эти кусочки ножом не прорезать весь бисквит до дна. До донышка только нам нужно оставить коробочку. И теперь будем вынимать. За счет того, что я разрезала на квадратики, его очень легко будет вынуть. Вот таким образом. Это тесто, этот бисквит, вернее, это тесто на этот бисквит вам всегда пригодится. Рецепт очень хороший и проверенный у меня очень-очень много лет. Крошечку все оставляем пока что. Из крышечки я не вытаскиваю мякиш, не вынимаю, я ее оставляю так, как есть. Всю эту крошку нужно будет измельчить руками, чтобы она у нас стала мелкая-мелкая уже. Вот так я ее всю измельчила. И нужно будет оставить приблизительно 4-5, 3-4 ложки даже столовой хватит. Это на бока потом для оформления торта. Займемся кремом. 300 грамм сливочного масла комнатной температуры, не совсем мягкое. Нужно будет взбить буквально 2-3 минутки, чтобы оно у нас стало пышненькое вот такое. Добавляю ванилин или ванильный сахар, опять-таки у кого что есть. И нужно будет добавить 1,5 банки сгущенки. Это приблизительно 600 грамм. Так как торт у нас сегодня большой. Если будете делать, конечно, на 20 сантиметров бисквит, то вам хватит и 1 баночки сгущенки. Половинка нам потом пригодится от сгущенки. Убираю от готового крема приблизительно, опять-таки, 5-6 ложек для оформления торта. Крем нам не нужно взбивать очень долго. Не обязательно, чтобы он у нас был крепкий. Мы не будем украшать торт. Нам нужно будет просто-напросто довести крем до пышного состояния. Добавляю крошку, вишню. И нужно будет перемешать. Хорошенько все это перемешиваем. И, как вы поняли, мы это все должны будем уложить в нашу коробочку. Кто хочет, может добавить в крем 1 столовую ложку какао. Я не добавляю в крем какао. Ну, можете. Это, конечно, дело вкуса уже.
Из-за того, что я буду делать глазурь для верха, мне хватает вот этого шоколадного вкуса, без добавления какао в крем. Ну, как я вам уже сказала, можете добавить, кто хочет. Аккуратненько утрамбовываем весь крем в коробочку. И вот это сироп наш. Сюда я добавила буквально 2-3 столовые ложки воды к водке. И нужно будет пройтись вот так кисточкой по крышечке, чтобы она у нас пропиталась, потому что я ее не снимала мякиш с нее. А этот бисквит обязательно нужно пропитывать. Переворачиваем аккуратненько на торт, закрываем торт крышечкой. И теперь крем, который мы уже отложили, видите, крем у меня не густой, потому что 300 грамм сливочного масла на такое количество сгущенки это мало. Но нам не нужно больше. Теперь сделаем глазурь. Для глазури нужно будет взять 2 столовые ложки какао и сгущенку, которую мы оставили. Все это перемешать хорошенько в небольшой кастрюльке. И нужно будет это на огне довести до кипения. Как только закипело, тут же убираем с плиты и добавляем 20 грамм сливочного масла. В горячую глазурь перемешиваем быстренько, потому что сгущенка с какао очень быстро становится густой. Все это надо делать быстро. И заливаем торт сверху. И здесь тоже нужно все это делать быстро, чтобы сгущенка у нас остывает очень-очень быстро. Поэтому быстренько любым большим ножом или лопаточкой распределяем сгущенку по поверхности торта. И оставшейся крошкой оформляем бока. Конечно, торт можно оставить так, как есть, но я взяла 50 грамм черного шоколада и 50 грамм белого шоколада. Вот таким образом я его натерла обыкновенной овощерезкой и украсила вишенкой. И торт нужно будет обязательно положить в холодильник на всю ночь, чтобы он хорошенько пропитался. Ну, даже, мне кажется, 4-5 часов тоже достаточно. Вытаскиваем торт и пробуем. Этот торт не может не понравиться. Это очень вкусно. Что мне вам рассказывать, вы сами уже поняли. Вишня, водка, шоколад. Не может быть невкусно. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Этот замечательный торт, еще он тем замечательный, что его можно готовить летом из свежей вишни, а зимой из замороженной. Но со свежей совсем другой вкус. Посмотрите, какая красота, мои дорогие. Попробуйте. Напишите мне, кто его пробовал, кто его выпекал. У всех разные рецепты этого бисквита. Пишите мне. Я с вами делюсь тем, что я знаю и что я узнала за всю свою долгую жизнь. Ну что, мои дорогие, пишите, откуда вы меня смотрите. Пишите в комментариях, кто попробовал его испечь. И будем дружить. Всех люблю. Приятного чаепития. Пока-пока. До новых встреч на моей кухне.